3. Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как мы будем черенковать вот эту прекрасную ампельную гераньку, которая мне очень нравится и зимой, и летом. Летом она свисает с кашпо и прекрасно украшает наш двор, наш дом. А сейчас она вот зимует прекрасно на веранде и тоже цветет. И сейчас уже есть очень много различных у нас черенков, которые я хочу вырезать и размножить, и к лету рассадить очень много красивых гераник по всему двору. Что нам нужно для этой операции? Первое – это сам цветок, само растение. С черенками, конечно. Далее нам нужно будет обязательно укоренитель. Я использую Nano Mineralis. Это шикарный укоренитель, это биосовременный наноактиватор, который помогает очень быстро наращивать корешки у черенков. Если же вы живете не в Украине, а в других странах, вы можете использовать обыкновенную алоэ. Достаточно вот на пол-литра водички, достаточно 1-2 капельки. Некоторые используют капельку, 2 капельки йода. Я все-таки советую использовать 1 капельку йода, потому что 2 капли это много. Идет ожог самой ткани черенка и особо не приживаются тогда черенки, есть проблемы выпадения. Ну и чуть-чуть раньше я уже обрезала черенки, потому что они должны обязательно сутки простоять, обсохнуть кончики. Вот, и эти череночки только потом мы будем высаживать. Я сейчас просто этот процесс ускоряю. Оставила несколько череночков на растении и сейчас вам покажу, как это делается. Итак, для того, чтобы обрезать черенки, мне нужны чистые ножницы. Я их обязательно продезинфицировала спиртом. Если нет спирта, то слабый раствор марганцовки можно использовать. Итак, берем череночек. Вот у нас есть веточка, на которой есть череночки. Вот этот череночек очень хороший для того, чтобы его укоренить. Вот я его обрезаю. Ниже вот почечки, ниже листика. И обязательно обрезаю не под сам стволик, а обрезаю, оставляю чуть-чуть, оставляю от листика веточку. Эти листики я обрезаю наполовину. Они нам не нужны будут все. И этот наполовинку. И остается у нас вот эта часть. Затем эти череночки я раскладываю здесь же на веранде. Не должно быть сильно жарко. Где-то 15-17 градусов. Эти череночки у меня пролежали сутки. И затем я приступаю к самому процессу уже черенкования. Ни в коем случае нельзя черенки сразу же в воду и потом в воду ставить, для того, чтобы укоренялись. Также не нужно, вот еще этот череночек тоже обрежем. Даже маленькое количество воды не позволит нам получить хороший качественный материал. Получается, если вы воду ставите, вот эта часть начинает загнивать. Иногда появляются корешочки, но эти корешочки это очень редкие явления. Вот, поэтому самый лучший способ укоренения черенков герани это обрезка. Сутки простоит, просушится все, и затем мы приступаем к посадке черенков. Для этого у нас уже подготовлена земля. Я использую дерновую землю, которая уже обработана биопрепаратами. Вот. Теперь для того, чтобы посадить, я сначала не поливаю, поливаю только потом. Нам наноактиватор, который мы будем использовать, он уже набран у нас в шприце. Мы его отложим чуть-чуть и поближе вот эту плошечку, которой будут высажены черенки. Эти мы обрезали только что, я их оставляю еще на сутки. А вот эти, которые обрезаны были сутки назад, я их сейчас буду высаживать. Итак, черенок по центру, череночек по центру. Очень просто, никаких проблем. Можно высадить даже по 2 череночка, потом рассадить. Если мало места в зимнее время, то можно, конечно, сделать и вот такую операцию. Высаживаем по 1 череночечку. Вот этот у нас поломался, но это не страшно, просто нужно обрезать чуть-чуть ниже, вот чуть-чуть ниже листика и укоротить. Все равно должно быть половина листика. Листики лишние нам не нужны. И
остается сюда высадить эти череночки. Конечно, нужно прижать земелечку обязательно. Вот еще один можно здесь большой у нас. Прижали земельку. А затем приступим к небольшому поливу с наноактиватором. Для этого я беру на пол-литра воды, теплая вода, добавляю буквально пару капель наноактиватора. Это легко делается, вот буквально капельку идет. Или это идет одно вот деление вот этого 5-миллиметрового шприца. Одно деление достаточно на пол-литра воды. Закрываем. И обязательно перемешать надо. Обязательно эту водичку перемешиваем. И наливаю, можно чашечку какую-то маленькую или вот такую маленькую коробочку. Буквально по чуть-чуть, много воды нельзя заливать. Мы помним, что они не любят много воды, они будут загнивать, если мы им будем сильно заливать. И у нас прохладное место, это еще конец зимы, поэтому мы не заливаем много водички. Эти два черенка у нас остались обрезанные, они в сухом месте у нас тут полежат, и я их еще досажу в другой горшочек. Все, черенки у нас посажены. Они очень быстро, это герань, но очень быстро приживаются, быстро наращивают корешочки. Я думаю, что как только появятся корешочки, я буду пересаживать в большие горшочечки, то я вам обязательно это покажу. Но помните, что герани нельзя в большие горшки. Смотрите, какой небольшой маленький он горшочек. Вот это растение было посажено в середине лета прошлого года. И вот так оно прекрасно сегодня выглядит, это растение. Причем мы часть уже черенковали, часть черенков уже растет, а вот это маточное у нас растение, с которого мы берем все новые и новые черенки. Не надо бояться обрезать черенки. Почему? Потому что обрезая черенок сверху, у нас в пазухах листьев появляются все новые и новые. Вот очень красиво видно у нас новенький череночек. Новое растение, которое можно будет размножить. Так что, пожалуйста, обязательно не бойтесь, а стригите эти растения. Во-первых, размножите. Во-вторых, очень красиво у вас будет смотреться сам куст. Он будет все больше и больше пушистее и красивее. Ну, теперь пока. До следующего.